Бодрого времени суток, с вами H2, и я пришел сюда гнобить ваши любимые ностальгические игры. Ладно, если серьезно, я должен сделать обзор игры King's Bounty, но нам надо заранее на берегу договориться, как именно это будет происходить. Игра 1990 года, и очевидно, что вне контекста объективно критиковать ее очень сложно. 34 года назад было совсем другое понимание геймдизайна, и куда меньше референсов в разработке подобных игр. Кстати, я не знаю, может быть их вообще не было. Но одно я знаю точно. Мне вот вообще не интересно копаться в том, какие именно тогда были игры, сколько их там было и какие решения оттуда можно было подглядеть. И как же тогда мне делать обзор и не выглядеть при этом как... Ни хрена себе, вот так графон! Так, а как тут DLSS врубить? Очень просто, ведь сегодня 90% моих претензий к игре, коих на самом деле будет немало, будут связаны исключительно с легко устранимыми геймдизайнерскими косяками, которые в современном мире устраняются тупо наблюдением за тем, как небольшая группа тестировщиков пытается играть в твой проект. Поехали! Итак, начинается игра с того, что нам дают выбрать персонажа. Мы выбираем между мужиком без бороды, мужиком без одежды и мужиком в платье. Последние два, являясь антиподами в плане мужественности, также имеют существенные различия в геймплее. Один имеет бонус к количеству войск под контролем, второй к силе кастуемых заклинаний. Остальные два это что-то среднее между ними. Хотя различия также есть и в начальной армии, и в нашем недельном жаловании, но это так, незначительные отличия. Что ж, выбираем персонажа, переходим в мир игры, и уже тут сюжетно нас ждет первая шероховатость. О, великий воин! В нашем королевстве объявился дракон. Он украл мощнейший артефакт посох порядка и укрылся со своей бесчисленной армией в далеком замке. Наше королевство на грани гибели. Все понял. Дракона убить, посох отобрать. И потерять своего партнера для ролевух? Да сейчас! Не, просто найди посох, он его где-то там во дворе закопал. Ага, замут в том, что нам надо найти посох. За определенное количество дней в зависимости от выбранной сложности. Для этого нужна карта, а ее куски валяются или у артефактов, или у местных прихвостней финального босса. Так что да, главгад вам вообще нафиг не нужен. Можно запросто найти посох и без победы над ним. И я не говорю, что, мол, нельзя в фэнтези-мире делать сюжет не про противостояние с местным лордом тьмы. Но одно дело презентовать сюжет о каких-то приключенцах, которые прознали о закопанном сокровище и мечтают его найти. А другое дело закручивать тему с гибелью королевства, вводить главного антагониста, могущественного дракона, с толпой прихвостней, только для того, чтобы запсить его в самый темный угол самого отдаленного королевства, сделав совершенно неважным для игры. Представляю, как если бы в том же Марио ты пришел бы в очередной замок, а тот такой: «Прости, Марио, но твоя принцесса была закопана где-то на уровне 3-2». В общем, выпинывают нас в мир. Под контролем у нас небольшая армия, а в кармане горсть монет. Впрочем, за содержание кармана на начальном этапе можно сильно не переживать, ведь каждую неделю вам будут платить жалования, часть из которого будет сжирать ваша армия. На карте есть замок, куда можно вернуться пополнить армию за денежку, есть города, где можно купить заклинания, нанять лодку и сделать еще всякие мелочи, есть бандитствующие отряды, бегающие по стране, есть нейтральные лагеря, в которых можно нанять существ других рас, и есть сундуки с сокровищами. Кстати, что круто, в сундуках может быть разный лут. Обычно там лежат деньги, которые можно или забрать себе, или повысить за них лимит численности армии. Но можно также наткнуться на повышение недельного жалования, свитки с заклинаниями, карты до новых континентов и улучшалки магической силы. Это здорово. Можно даже найти артефакт, который откроет тебе всю карту. И, что отдельно хорошо продумано, ты можешь использовать и полностью открытую карту, и старую версию карты, чтобы понимать, где ты уже был. Не здорово только то, что никто это отбалансить нормально не удосужился. В смысле, стоишь такой перед сундуком и думаешь: ну что же все-таки взять? 2000 голды или единственный способ увеличить размер твоей армии? Даже не знаю. Давай пойду подумаю, пока там замочу на халяву каких-то бомжей, получу 31 тысячу голды. И все же что взять? 2000 так нужны. Как вы понимаете, по игре никогда такой вопрос не стоит.
Деньги, особенно в таких количествах, брать бессмысленно. Ты всегда качаешь армию, что несколько печально. В общем, дальше ты ходишь по острову, сражаешься пока что небольшой армией и пытаешься выживать. То есть это King's Bounty, наверное, надеется, что ты так будешь в нее играть, но по факту нет. Самой оптимальной стратегией тут будет дойти до первого же города, арендовать там корабль и плавать вдоль берегов островов, забирая все, что не приколочено. Благо добра там кучи, и никто их не охраняет. Ну, то есть вроде бы враги там бегают у берега и щелкают клювами, но ничего не могут сделать. Очевидно, что надо было или располагать сокровища дальше от берега, чтобы забрать их без стычки было бы проблематично, или ставить врагов прямо у сокровищ и не давать их забрать без победы. Но прокачивать лимит армии сейчас это не единственное занятие. Также важно найти орков или эльфов, стреляющих юнитов, доступных для покупки на первом архипелаге. Ведь лимит в численности войск у тебя не по всей армии, а по типу войск. То есть да, ты не можешь нанять 90 лучников людей. Но вот 30 лучников людей, 30 лучников эльфов и 30 лучников орков запросто. Поэтому вы находите второй тип юнитов дальнего боя и начинаете выкашивать 90% местных банд без единой потери. До вас тупо не успевают дойти. И на мой взгляд, это тоже один из косяков игры, потому что на каждом архипелаге есть определенная, заранее установленная сила слоняющихся отрядов. В них, конечно, могут отличаться конкретные юниты, но сила всегда плюс-минус одна и та же. И даже если вы не будете прошаривать берега в поисках сокровищ и прокачиваться, как рекомендовал я, все равно еще до середины прохождения архипелага вы станете слишком перекачаны для местных банд. И зачистка их превратится в унылую рутину по отстрелу не могущих даже добраться до вас бедняк, только для того, чтобы поднять голды за бой. И это проблема не только первого архипелага, а каждого из 4. Очевидно, тут надо было или наращивать силу слоняющихся отрядов по мере твоей прокачки, ну или хотя бы просчитывать, что у них нет вообще никаких шансов, и уничтожать их автоматически. Конечно, да, иногда такая опция все же срабатывает, типа там они испугались и убегают, но очень редко, и денег тебе почему-то за такое не дают, и даже нет опции все-таки догнать их и получить эти деньги. Но, кстати, уже здесь присутствует вариант, что случайный отряд может захотеть присоединиться к твоей армии, что прикольно. Как и то, что на каждом архипелаге есть по 2 артефакта, которые можно найти и получить обрывки карты, указывающие, где спрятан посох. Классно реализовано тут то, что каждый артефакт помимо карты дает тебе какой-то небольшой буст, или к силе заклинаний, или к урону войсками, или еще какой-то. Это круто. Но рано или поздно мы прокачиваемся достаточно, чтобы напасть на первого злодея, засевшего в замке. Покупаем катапульту, берем контракт в городе и идем его валить. Стоп! Какой еще нахрен контракт? Да, что-то я не очень понял. У дракона есть приспешники, которых надо завалить, чтобы получить части карты. Нам это указание дал лично король, дал списки злодеев. И я что-то тут немного пропустил, в какой момент между нами возникла прослойка в лице мужика в любом городе на карте, который должен выдать вам контракт, который при этом на руках у вас может быть только один. По факту это работает так. У каждого злодея есть своя награда, по которой вы можете определить размер его армии. Ну, чем выше награда, тем мощнее армия. Конечно же, ты выбираешь самого слабого злодея, чтобы уничтожать их последовательно. Но в ходе своих странствий ты вполне можешь наткнуться на 2-го или 3-го в очереди по силе и понять, что лучше уж расправиться с ним, чем бегать по всему континенту в поисках 1-го. Вот только вот незадача. Если у тебя не будет контракта, то ты не то что дополнительных денег за контракт не получишь. Нет, тебе даже часть карты не дадут. Враг убежит в какой-то другой незанятый замок и иди, оббегай все архипелаги, ищи его по 2-му разу. Поэтому надо обязательно перед битвой тащиться до города и брать там контракт. И если на 1-м континенте замки и города почти всегда рядом друг с другом, то чем дальше, тем дольше придется бегать между ними, вспоминая, где там на карте был ближайший город. Может быть, это город? Нет, это место спавна. Этот? Нет, это указатель. Какого хрена места спавна, города и указатели на карте отмечены одинаково? И кто вообще придумал отмечать на карте указатели? Эти бесполезные сообщения в несколько слов с негенерирующимся текстом, которые уже на 2-м прохождении нафиг никому не нужны.
Но, окей, ладно, мы смотались до города, взяли контракт, вернулись к замку, вступили в бой, перешли в тактический режим, и самое время поговорить о тактическом боевом режиме. И скажу вам откровенно, боевка мне понравилась. Несмотря на то, что даже зачатки тактики в тактическом режиме обнаружить не удалось. Ну, то есть, да, еще в начале видео я предупреждал, что не буду сильно гнать на игру, сосредоточившись на проблемах, которые можно было бы исправить относительно просто. Без наездов типа «А чё это у вас все злодеи в замках сидят, по окрестностям не бегают?» Или «А чё у вас какой искусственный интеллект в тактическом режиме тупой? Ну-ка наверните-ка еще несколько десятков паттернов». И да, на самом деле, искусственный интеллект тупой. Если это противник ближнего боя, он всегда топает к одному и тому же юниту, даже если через клетку от него есть куда более близкая цель. Если это летающий юнит, он всегда перемещается к одному и тому же первому юниту дальнего боя, которого, к тому же, еще и все дальники противников укусят. Однако, все эти алгоритмы нападения сбиваются, если рядом будет юнит противоборствующей стороны. Летающие не летают, стреляющие не отходят и не стреляют, все наваливаются на врага поблизости. И если пытаться вот это воспринимать как какое-то тактическое сражение, то да, шляпа полная, так как ты сразу пробиваешь все закономерности поведения врагов. Но если воспринимать это как некую головоломку, вот это уже становится интереснее. Тем более, что дополнительные механики внутри присутствуют. Опять же, помимо бойцов ближнего боя, есть летающие, могущие переместиться куда угодно. Есть бойцы дальнего боя, количество выстрелов у которых лимитировано, и которые к тому же могут отходить перед выстрелом. Можно один раз подождать, чтобы сходить после остальных своих бойцов. Можно перемещаться по диагонали. Есть боевые заклинания, а у некоторых юнитов присутствуют особые умения, которые, правда, сбалансированы так себе. Например, вампиры, восстанавливающие численность пропорционально нанесенному урону, норм. Но вот призраки, количество которых увеличивается на число поверженных бойцов, из-за чего их стабильно становится слишком много, по механике игры ты теряешь над ними контроль, а твой оппонент нет, вот это выглядит уже непродуманно. Или демон, у которого шанс срабатывания способности крайне мал, но который может даже в одиночку уполовинить вражеский отряд. Ну, как-то это уже слишком хардкорно. Кстати, что особенно умиляет, если вы проиграете сражение, лишитесь всей армии, большей части денег, и при этом игра втихаря сохранит игровой процесс. Ну да, после первой же такой подставы никто ведь не прошарит это и не станет при вероятности скорого проигрыша перезагружать комп, чтобы не потерять прогресс последних нескольких часов, да? Надейся, игра. Угу. Ну окей, мы захватили замок, теперь он наш. Какие же бонусы он нам даст? Может, еженедельный прирост воинов или бабло? Нет, потому что замок тут это тупо интерфейс. К примеру, вот не нравится вам, в каком порядке расположены отряды. Что же делать? Как поменять местами первый и второй отряд? Очень просто. Захватить замок, поставить отряд защищать замок, потом вернуть его в группу. Ура, он встал на другую позицию. Правда, на последнюю. Теперь их надо туда-сюда перекидывать все. Круто. Ну или, к примеру, наткнулся ты в ходе странствий на новый тип юнита. Купил парочку попробовать, и вот печаль, он не подходит по морали к половине твоей остальной группы, из-за чего на них всех повесился дебаф. Как же исключить этот тестовый отряд из группы? Очень просто. Идешь, захватываешь замок, отправляешь отряд в гарнизон замка, ура, мы от него отделались. Ну или можно на кого-нибудь напасть и подставлять отряд под атаку, правда если у врага будут летающие или стреляющие юниты, наверняка ты и каких-то нужных юнитов потеряешь. В общем-то да, только ради этого, по сути, в игре и надо держать замки под контролем. Вообще, когда для настолько базовых взаимодействий с игрой приходится так сильно изгаляться, это обычно называется духотища. В смысле, не всем может понравиться необходимость участвовать в торгах по покупке контрольного пакета акций оружейного завода, ставить на поток изготовления боеприпасов и налаживать логистику поставки только для того, чтобы перезарядиться в шутане. Но мы между тем зачистили всех злодеев на первом архипелаге из 4, получили от короля повышение и можем нанимать в замке более мощных юнитов, перешли на второй архипелаг, побегали немного там и прошли игру. Что, вы думали, мы пойдем уничтожать злодеев там на втором архипелаге, потом на третьем, на четвертом? Зачем? Вот так выглядит карта.
Я, конечно, проходил эту игру всего пару раз, но где-то на этом этапе, после полного прохождения первого архипелага, всегда очевидно местоположение посоха. И, кстати, у меня оба раза он находился почему-то именно на втором архипелаге. Поэтому, если цель у тебя завалить все силы зла, то чем дальше, тем сильнее ты заставляешь себя проходить вперед. Так как ближе к финальному боссу, ситуация становится просто смехотворной. Мол, ну тут определенно надо завалиться главгаду, которого разрабы намеренно сделали имбанутым относительно предыдущих врагов, там, с кучей драконов, на которых не действует магия, и сотни демонов, могущих уполовинить ваш отряд одной атакой. А то как же я без этого кусочка? Конечно, там не может быть ни горы, ни дерева, так как мы не смогли бы под ними копать. Но вдруг там, не знаю, там, голая Марго Робби. Нет, только кусок дороги. А какие были надежды? Ладно, давайте сделаем вид, что мы не поняли, где находится посох, и пройдем игру до конца. Третий архипелаг представляет из себя несколько небольших островов, а четвертый — это огромный остров с пустыней. Перемещения же по пескам занимают больше времени, и потенциально это интересный ход. Но, игра, ты можешь хоть в чем-то знать меру? Я бы еще понял бы, если перемещался бы по пескам в 2, ну пусть в 3 раза медленнее. Но, если по обычному полю ты делаешь несколько десятков ходов в день, то по пустыне 1 ход в день. Что моментально прокручивает неделю и сжигает твое бабло, если ты путешествуешь с большой армией. Ну, ладно, мы избавились от большинства своих юнитов, или потеряли кучу бабла, пересекли пустыню и находим там самых мощных юнитов каждой фракции. И тут прям удивляешься, насколько это херотень! В смысле, ты сюда доходишь, понимаешь, что это лейтгейм, хочешь нанять крутых монстряков для решающей, эпичной битвы. Находишь тех же демонов, покупаешь 25... Хотя можешь иметь 125, и закономерно возникает вопрос: игра, а где остальные 100 демонов? Ну ладно, ничего, подожду недельку, демоны заспавнятся, куплю новых. Что значит нет новых демонов? Что значит неделя крестьян и пополнились в местах найма только крестьяне? Это просто вымораживает. Ты наконец-то получаешь доступ к новым, крутым монстрам. Но никого, ну разве что за исключением драконов, по которым лимит мелкий, не можешь использовать в бою, так как их тупо мало для этой стадии игры. А взять их больше негде. Точки их спавна только тут. И игра, зная, что ты дошел до лейтгейма и не собирается тебе помогать и спавнить нужные отряды. На, держи тебе там пополнение скелетов, крестьян, волков, вот это вот все. Ну ладно, давайте попробуем что ли финального босса хоть такой армии завалить. Тем более, вон как круто придумано. Есть 5 типов летающих юнитов. Это феи, вампиры, драконы, демоны и архимаги. Причем архимаги еще и на дальний бой. И если собрать в армию только них, можно летать и удобно пересекать финальную пустыню. В общем, набираем эти 5 типов юнитов и не взлетаем. Почему-то, несмотря на то, что в боевке феи умеют летать, вне тактического режима они летать не могут. Окей. Набираем 4 типа юнитов, и архимаги, находясь с демонами и вампирами в одной группе, получают дебаф к морали. Атакуют теперь в 2 раза слабее, а учитывая их количество, становятся и вовсе бесполезными. Ну, набираем 3 типа юнитов. И с такой мелкой армией, естественно, проигрываем. Какой в этом смысл вообще? Тем более, что и полет тут реализован, честно говоря, через задницу. Почему-то с песков и перед замками мы взлетать можем. Но садиться туда или на сундуки уже нельзя. Хотя зачастую это единственные доступные места для приземления. Так что забиваем на всех вот этих крутых юнитов, ну может кроме драконов, затариваемся в замке дефолтными рыцарями, тогда возможно вы и победите. Ну или берите самый простой уровень сложности и прокручивайте эту рулетку недели, чтобы вам наконец-то может быть выпали те юниты, которые вам необходимы. Но ожидаемо победа над главгадом вообще ни на что не влияет. Все так же надо пойти, найти посох, и даже финальная заставка не поменяется. Ура, мы прошли игру. И вы знаете, вот самое главное, что заинтересовало меня по окончанию игры. Это какого хрена я не могу выбрать фракцию? В смысле, насколько же это снижает реиграбельность? То есть тут есть фракции со своими наборами юнитов разных рангов.
Но при этом раскиданы места спавна этих юнитов фиг пойми где, обычно в достаточно небольших количествах и нормально не пополняются, и за каждым нужно отдельно бегать. Все это крайне уменьшает возможности игры ими. Поэтому в большинстве своем куда проще держать в армии дефолтных рыцарей, которых всегда можно безлимитно закупить, тем более в одном месте. И вот этот косяк, наверное, всех больше печалит меня в этой игре, так как после первого прохождения второй раз переигрывать в это было слишком нудно. Резюмируя, если вы не изучаете историю видеоигр и не ностальгируете по вот этой вот вашей конкретной игре детства, то я вообще не понимаю, на кой хрен вам в нее играть. Да, я раньше не рассматривал подобные древние проекты, но иногда и в играх 20-летней давности можно откопать какой-то интересный игровой опыт, который сложно найти в других играх, или захватывающий сюжет, стоящий прохождения, или симпатичных персонажей, с которыми хотелось бы познакомиться. Но это все не про King's Bounty. Почти все присутствующие здесь стоящие мысли можно с легкостью найти в более поздних, куда лучше реализованных проектах. А количество минусов делают игровой процесс уж слишком скучным и однообразным. Я понимаю, что это мог быть один из первых продуктов в жанре, когда люди просто офигевали, что игры, оказывается, могут выглядеть и так. И в этом случае King's Bounty явно заслуживает вашего уважения, но не вашего времени. И спасибо ему за те игры, которые впоследствии выросли из этого, давайте откровенно, достаточно сырого и кривого проекта. Вот так вот. А пока что с вами был H2. Увидимся в следующий раз.